Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости острова Кипр. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости целой провинции Ларнака, куда входят, по-моему, 5 крупных муниципалитетов городов. Ну и, как всегда, попробуем вместе с вами разобраться через призму времени и цифр, что происходило, так сказать, в краткосрочной перспективе. Будем говорить о колебательных процессах длиной в один месяц, сравнивать январь 2026 год с декабрем 2025 года. И в конце видео, подводя итоги, конечно же, будем говорить о тенденциях длиной в 12 месяцев. Я, в общем-то, традиционно покажу вам, что произошло за год, и порассуждаем, насколько адекватно себя ведет рынок недвижимости, сравнивая с макроэкономическими показателями, которые характеризуют развитие экономики острова Кипр, южной его части в целом. Но, друзья, видите, сзади меня это задний план называется, фон. Сегодня ходил верхний город, это Пана Пафос. Я живу средняя часть, Перволия Пафос, вот она за моей, так сказать, за моей спиной. И немножко так поностальгировал. Ну, дело в том, что я жил, точнее, в Украине, в Киеве, на Подоле. И вот кто смотрит меня, киевляне, тот поймет, Владимирская горка, вверху пейзажная аллея, где вы можете наблюдать перед собой великолепные виды Киева, практически весь Подол виден, левый берег. Примерно та же самая ситуация за моей спиной. То есть вы видите Ката Перволия, это средняя часть, условно назовем ее, Ката Пафос, это прибрежная часть, и, конечно, бескрайнее Средиземное море. Все это за моей спиной. Вот так решил немножко, прежде чем начнем говорить с цифрами о недвижимости, немножко, так сказать, разбавить вот эту грустную историю, потому что многие не могут никак до сих пор понять. Андрей говорит, ну это же, говорит, смотреть невозможно твои цифры. Ну, канал для людей, которым, вот честно, не хотят видеть красивых картинок, красивых мужчин, женщин, там, машины дорогие, да, как надо наслаждаться на острове, а действительно канал о недвижимости, о процессах, которые происходят. О недвижимости можно говорить через призму цифр и только. Почему? Потому что вы совершенно точно знаете, что основной показатель, который характеризует недвижимость, это стоимость, а точнее стоимость квадратного метра. В итоге, как покупатель, так и продавец понимает ценность недвижимости и считает он это все в цифрах, а не в каких-то ощущениях природы или там еще чего-то. Итак, опять затянул немного с началом видео, друзья. Смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр. Попробуем вместе с вами разобраться с теми процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости острова Кипр, южной части, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, традиционно административно-территориальное деление. Остров Кипр разделен на две части. Северная часть живут турки-киприоты, южная часть живут греки-киприоты. Сегодня мы говорим о провинции Ларнака. Вот если вы посмотрите на данную карту, видите, она отрисована таким пятнышком. Всего входит в административно-территориальное деление острова 6 провинций. Вот сегодня мы говорим о провинции Ларнака. Давайте посмотрим административно-территориальное деление самой провинции. Провинция состоит из крупных городов-муниципалитетов и из общин, которые подчиняются тому или иному городу-муниципалитету. Итак, провинция Ларнака, куда входит город-муниципалитет Ларнака, город Арадипу, город Ливадия Ларнака, город Драмалаксия Мену
и общины провинции Ларнака. Если вы посмотрите на карту, вы увидите вот эти все, так сказать, муниципалитеты, которые я прочитал, они красным пятнышком выделены. Но провинция огромная, территория ее большая, и вот эти все маленькие населенные пункты, они подчинены тому или иному областному центру. Я их это все, так сказать, обозначил общины провинции Ларнака, но там совершенно есть точно географические, так сказать, названия населенных пунктов. Об этом мы будем говорить ну, в процессе данного видео. Друзья, начинаем с города, муниципалитета Ларнака. Будем говорить о новом жилье. Да, вот так. Будем говорить о новом жилье. Давайте условно договоримся, что по классификации, которую на сегодняшний день, так сказать, применяют компании-застройщики, есть класс А и Б, это, ну там Б плюс еще, это недвижимость, которая построена из новых энергоэффективных сберегающих материалов, где, в общем-то, летом не жарко, как гласит молва от них, а зимой не холодно. А также есть старое жилье, это С, Д, Е, Ф. В дальнейшем я не буду называть вот эти литеры, да, буквы, а буду говорить новое или старое жилье, но вам будет понятно, о чем мы говорим. Итак, будем в данном слайде говорить о новом жилье. Видим, что средняя стоимость квадратного метра, смотрим на карту, 2982 евро. И рост стоимости за месяц 0,16%. Вы также можете посмотреть, вот здесь карта, за картой есть экселевские данные в табличке Excel. Здесь мы видим, друзья, что видим также, картографы это называют ценовые зоны, а на самом деле это исторически сложившиеся массивы, где проживают массивы, которые входят в муниципалитет Ларнака, где проживают греки-киприоты. У каждого массива есть свое название. И каждый такой массив отличается по своей стоимости. Почему картографы называют это ценовыми зонами, но я придерживаюсь именно этой терминологии. Где вы можете посмотреть, что стоимость отличается достаточно сильно в зависимости от ценовой зоны. На примере 1480 евро и 6020 евро. Ну, то есть разница большая. А сейчас мы говорим о средней арифметическом числе. Как оно считается, вы знаете прекрасно. В целом по муниципалитету города Ларнака. Видим, что это 2982 евро и рост плюс 0,16% за месяц. Давайте посмотрим, что произошло с данной недвижимостью на протяжении, друзья, целого года. Вот такой у нас период исследования. Это называется тенденции. Видим, что в январе 2025 года 2000 стоимость квадратного метра 892 евро. И уже в январе 2026 года это 2982 евро. Вы также можете посмотреть, что произошло в разрезе ценовых зон или, так сказать, массивов, да, которые входят, жилых массивов, которые входят в состав города Ларнака. И среднее арифметическое число. Сравнивая январь 2026 год, показываю, это 2982 евро. И январь 2025 год это 2892 евро. Что показало нам, что, друзья, рост на 3,11% в годовом измерении. Ну, то есть это вполне себе, как я говорю, адекватно ведет себя рынок. Почему я утверждаю это? Мы об этом поговорим в конце видео. Досмотрите. Следующий слайд, друзья. Здесь мы говорим о старом жилье муниципалитета Ларнака. Буду кратко говорить. Видим, что апартаменты уже стоят 2363 евро. И рост за месяц плюс 0,21%. Если вы посмотрите на карту, внизу табличка экселевская. Здесь вы можете увидеть те же самые данные, только в разрезе ценовых зон. Друзья, мне задают вопрос, вот, Андрей, эти цифры, ну, как бы оно неинтересно с точки зрения обывателя.
Нет, друзья, вы просто не понимаете. Еще раз вам повторюсь, что недвижимость, она, ну, ее можно что происходит с недвижимостью, можно понять, исследуя стоимость квадратного метра, то есть о недвижимости говорят, о стоимости недвижимости говорится стоимость квадратного метра. Так вот, если человек хочет продать или купить квартиру, то есть потенциальный продавец или покупатель, но не понимает, сколько стоят его апартаменты, а здесь исключительно апартаменты, здесь нет вилл с земельными участками, которые там стоят от 1 000 000 евро и выше. Да. Здесь вполне бюджетно есть даже апартаменты. Так вот, вы находите свою ценовую зону, она, видите, административно-территориальное отделение, здесь написано на греческом языке, на английском языке. Находите стоимость квадратного метра, умножаете по техническому паспорту, там указано ну, площадь ваших апартаментов, и получаете среднерыночную стоимость, друзья, ваших апартаментов или квартиры. Данная логика была заложена, ну вот мной, компания Link Consulting, очень давно. Мы в Украине готовили проект для налогообложения. То есть вся недвижимость в Украине, подумайте только, до войны там проживало 45 миллионов. И по населению, и по площади это не сравнить просто с островом Кипр. Остров Кипр – это один небольшой район спальный в городе Киеве. Так вот, мы подготовили техническое задание, создали программу, которая показывает при отчуждении прав собственности на тот или иной объект недвижимости рыночную стоимость данного объекта. Поэтому у меня огромный опыт, просто огромный опыт в этом направлении, и я вот просто пытаюсь сейчас с вами поделиться им. Я надеюсь, ответил на вопрос, зачем эти цифры. Цифры это недвижимость, и которая, еще раз повторюсь, именно цифры характеризуют недвижимость, ну, стоимость недвижимости. Следующий, друзья, слайд. Здесь что произошло со старым жильем в городе, муниципалитете Ларнака. Видим, что 2274 евро, это у нас январь 2025 год, и январь 2026 год 2363 евро. Что показало нам, опять же, вполне адекватный рост 3,91% в годовом измерении. Сравнивали мы, видите, январь 2026 с январем 2025 года. Следующий, друзья, муниципалитет Ардипу. Он также, вот видите, отмечен таким Сайпрус, да, это, ну, это ж медь. Ну, я хоть не дальтоник, но мне кажется, вот это как раз цвет меди. Отмечен таким пятном, и вы можете на карте прочитать, что новое жилье это 1879 евро, рост за месяц плюс 0,28 евро. Также все это можете посмотреть внизу в таблице, где есть средняя стоимость по городу, муниципалитету и также по ценовым зонам. Также мы посмотрим, что же произошло с муниципалитетом Радипу или с недвижимостью в течение 12 месяцев. Видим, что в январе 2025 года 1800 стоимость квадратного метра. Но вы уже чувствуете, да, как сильно отличается новое жилье от старого. И в январе 2026 год это 1879 евро. Что показало нам в годовом измерении, смотрим здесь внизу, 4,39%. То есть вполне адекватно ведет себя рынок жилой недвижимости. В данном случае это у нас, ну, это у нас, подождите, А и Б не убрал, прошу прощения. Это у нас старое жилье. Нет, это у нас новое жилье. Какое же это старое? Новое жилье. Ну, судя по тому, что здесь А и Б. Давайте следующее. Да, вот здесь уже будет у нас старое жилье. Старое жилье CDEF. Стоимость 1620 евро. И рост плюс 0,31% за месяц. Вот сравните на карте, друзья. Новое я специально рисую такую интерактивную карту, чтобы вы могли увидеть,
1879 евро – это новое жилье, и почти больше, чем на 200 евро стоимость квадратного метра старое жилье. Но с учетом того, что новое жилье по метражу больше, в итоге квартира, в общем-то, стоит значительно дороже новое жилье, чем старое жилье. Ну и, так сказать, внизу экселевские данные, где мы видим, что стоимость квадратного метра 1620 евро, старое жилье муниципалитет Арадипу и рост плюс 0,31%. Смотрим, что произошло с данным муниципалитетом, с данным жильем старым на протяжении одного года. Видим, что в январе 2025 года 1561 евро стоимость квадратного метра, и в январе 2026 года 1620 евро за квадратный метр, что показало нам, опять же, вполне нормальную себе адекватную динамику роста за год. Внизу показываю 3,80%. Переходим к следующему слайду. Надеюсь, вы, друзья, не устали. Но еще раз повторюсь, рынок недвижимости и разговор именно о рынке недвижимости, если вы анализируете или хотите анализировать рынок недвижимости, возможен только через призму цифр. По-другому не бывает. Если вы турист и приехали и хотите понять и услышать от YouTube-блогера, где лучше всего отдохнуть, то, конечно, вам надо смотреть развлекательные каналы, где YouTube-блогеры показывают там районы, возможно, показывают пляжи, показывают рестораны. Это да, это совсем другой, это развлекательный контент. А в данном контенте, который я демонстрирую вам, я знакомлю вас с прикладной математикой, через которую можно, в общем-то, посмотреть на рынок недвижимости немножко, так сказать, более рационально, чем просто турист, который там понравилось или не понравилось проживать в том или ином районе. Итак, отвлекся. Теперь у нас муниципалитет Ливадия-Ларнакас. Новое жилье 2548 евро, рост плюс 0,20% за месяц. Данные можете посмотреть также в данной таблице внизу. За год Ливадия Ларнакас показала нам незначительный, но все-таки рост стоимости. Январь 2025 год – это 2511 евро, и 2548 евро январь 2026 год. Вот вы заметили, что насколько по-разному ведет себя рынок недвижимости. Во-первых, в каждом городе, муниципалитете разная абсолютно стоимость квадратного метра. И в данном случае рост также отличается. В данном случае по муниципалитету Ливадия-Ларнакас рост всего составляет 1,47% за год, сравнивая январь 2026 год с январем 2025 года. Следующий слайд посвящен уже старому жилью в Ливадия-Ларнакас муниципалитете. Видим, что 2147 евро стоимость квадратного метра. Новое жилье 2548 евро. И старое 2147 евро. Ну, разница вообще, друзья, тут чуть ли не в 400 евро. Вы это сами посмотрите, да? Что показало нам рост старого жилья за месяц плюс 0,23%. Внизу подтверждающие данные, можете посмотреть таблицу, вот эту с экселевскими данными. Следующий слайд – это что за год произошло с недвижимостью Ливадия Ларнакас. Период исследования январь 2025 год 2107 евро за квадратный метр. И уже в январе 2026 года 2147 евро за квадратный метр, что показало динамику роста плюс 1,90%. То есть незначительно, но динамика роста присутствует. Муниципалитет Драмалаксия-Мена. Вот этот, друзья, город-муниципалитет, я, если честно, не знаю в плане того, что почему он выбивается из целого ряда показателей, которые характеризуют положительную динамику роста по ну, по всему, так сказать, провинции Ларнака. Муниципалитет Драмалаксия-Мену показывает нам, друзья, что
снижение незначительно за месяц, но и на протяжении года он показывает снижение. Видим, что апартаменты здесь только новое жилье, старое тоже есть, но я взял новое, его больше, 2281 евро. Возможно, он каким-то образом перенасыщен. Возможно, присутствует почти рядом или на территории это аэропорт, то есть шумно. Ну, я не могу, возможно, нет выхода к морю непосредственно. Ну, то есть мне сложно сказать, географию вы сами видите, да, как расположен данный муниципалитет. Но стоимость его за месяц снизилась на 0,18%. Внизу можете посмотреть ценовые зоны, так сказать, данного муниципалитета. И тоже данные, которые подытоживают, что произошло за месяц. Следующий слайд – это у нас, что произошло с муниципалитетом Драмалаксия-Мену, или точнее с недвижимостью новой за год. Вот здесь посмотрите, какая пила прямо, да, зубчатая. Январь, ну, график вот так себе. Я делаю аппроксимацию, я сглаживаю данные вот эти финансовые ряды, но все равно как бы есть вопрос. Смотрим. Январь 2025 год, 2289 евро. И уже в январе 2026 года это 2281 евро, то есть ну, снижение незначительное, минус там 0,5%, 0,36%. Но вот посмотрите, как возможно здесь компании-застройщики что-то построили. Я предполагаю, друзья, только эта недвижимость была выставлена для продажи изначально по завышенным ценам, что, собственно, дало вот такой некий прям вот здесь удивительный рост в течение там нескольких кварталов, да. Но а рынок делает свое дело, то есть если нет покупателей, то фантазируй, не фантазируй, ты начинаешь, в общем-то, продавать недвижимость за те деньги, за которые ее готов купить, так сказать, покупатель. И, возможно, это скорректировало, помните Адама Смита, это, так сказать, рука рынка регулирует, ну, в данном случае, рынок недвижимости. Ну, надеюсь, что это похоже на правду. В итоге мы увидели, что за год снижение 0,5%. Это единственный муниципалитет, который показал такую динамику. Ну и, друзья, заканчиваем уже. Видите, очень долго говорим. Мы говорим теперь об общинах, которые агломерация общин, можно так это называть, маленькие населенные пункты. Их можете прочитать. Вот здесь их, так сказать, географическое название на английском, на греческом языке. В целом, по данной агломерации общин мы видим, что общины провинции Ларнака это 1853 евро за квадратный метр, и также показали нам снижение за месяц, снижение минус 0,11%. В годовом измерении мы видим те же самые общины, показали нам снижение минус 1,65%. Можете это вверху посмотреть и внизу. Сориентироваться также вы можете по названию, географическому названию данных общин. Ну, стоимость квадратного метра также присутствует, можете посмотреть. Мы говорим сейчас о новом жилье. А вот уже о старом жилье, следующий слайд. Здесь мы видим, что произошло у нас вверху за один месяц. Старое жилье здесь подорожало на 0,32%. Если смотрим уже на график рисунок, это общины провинции Ларнака. Здесь также в годовом измерении видим, что 1611 евро. Это у нас это январь 2026 год. Сравнивая с январем 2025 года, это 1621, что показало динамику снижения также минус 0,62%. То есть делаем выводы, что все небольшие населенные пункты или агломерация, которая называется общины, провинции Ларнака, они показывают нам в течение года динамику снижения как нового, так и старого жилья. А крупные города, муниципалитеты показывают рост, за исключением одного города, Драмалаксия-Мену. Ну, я вам как бы объяснил, с чем это может быть было связано. Теперь, подводя итоги, мы видим, что в целом уже по
друзья, провинции Ларнака. Перечислять не буду муниципалитеты, долго о них говорил. Среднеарифметическое число – это подытоживающие данные, куда входят, видите, раз, два, три, четыре, пять городов, муниципалитетов. 2309 евро, что за месяц показало динамику роста плюс 0,08%. Новое жилье. Старое жилье 1935 евро, ну ничего себе, да, отличается почти в 400 евро стоимость. Также динамика роста плюс 0,27%. Ну и заключительный, друзья, слайд. Надеюсь, я вас не замучил цифрами. Здесь мы будем говорить о том, что произошло в течение года, о тенденциях. В целом новое жилье, провинция Ларнака, показала 2309 евро, что в годовом измерении показало динамику роста на 1,47%. Что бросается в глаза, друзья? Наибольше всего подорожала недвижимость. Вы просто подумайте, одно и то же жилье, одни и те же, ну, это релевантная выборка, в которой один класс рынка недвижимости. И как очень сильная разница ну, поведения рынка. Да? Ародипу, муниципалитет, подорожал на 4,39%, это новое жилье. Дальше мы видим, Ларнака подорожала за год на 3,11%, это новое жилье. Следующий идет у нас что Ливадия Ларнакас на 1,47%. Ну и Драмалаксия Мену показала снижение стоимости квадратного метра. И общины, так сказать, которые входят, или агломерация общин, которые входят в провинцию Ларнака, показали также динамику снижения. В целом динамика роста плюс 1,47%. То есть вот эти сводные данные очень хорошо показывают вам, насколько ну вот многогранен, назовем так, рынок, да, и как география влияет на стоимость квадратного метра. Если говорить о старом жилье, друзья, здесь мы видим 1935 евро за квадратный метр в январе 2026 года и рост чуть больше, чем нового жилья за год на 2,35%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,24. Друзья, давайте немножко саморекламы. Что такое индекс? Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости во времени. Он считается очень легко, если у вас есть статистические данные. Показываю на примере старого жилья. 1935 евро – это среднее арифметическое число по целой провинции Ларнака. Делим на 1891, получаем рост плюс 2,35%, или же положительный индекс единичка 0,24. Друзья, я в Украине, я до сих пор занимаюсь бизнесом, у меня достаточно много контрагентов, собственно говоря, за счет этого и живу, работаю удаленно. Моими контрагентами являются крупные украинские системные национальные банки, также иностранные банки, которые работают на территории Украины. Специалисты, которые работают в данных учреждениях, они очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих, кто знаю, как меняется, как в Украине, стоимость квадратного метра. И на примере, вот в данном случае, целой провинции показываю вам, как изменилась стоимость недвижимости во времени. Поэтому, друзья, ну, на Кипре пока, так сказать, еще не работаю, но вопрос времени, потому что, ну, 3 месяца ровно сегодня, как я, так сказать, не больше 3 месяцев, как я прибыл на данный солнечный остров. Но, в принципе, работа здесь не початый край, друзья. Я просто вижу, что этим никто здесь не занимается. А банки, они, в принципе, которые работают в еврозоне, они должны выполнять определенные нормативные условия по мониторингу объектов недвижимости, под которые были выданы финансовые какие-то средства. Поэтому, друзья, для того, чтобы меня найти, в описании канала есть кипрский вайбер-телефончик, есть киевский вайбер-телефончик. Созвонимся, спишемся, составим техническое задание.
и будете получать ежеквартальные исследования с картами с динамикой роста или снижения стоимости квадратного метра. То есть данная синергия, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. В общем-то, помогает и в вашем сложном бизнесе, ну и мне развиваться, заниматься наукой, компания Limb Consulting также. А теперь о том, насколько я это говорил, адекватно ведет себя рынок недвижимости. Смотрите, друзья, давайте вот по новому жилью. За год рост 1,47%. Вот здесь вверху основные макроэкономические показатели экономики южной части острова Кипр. Ну, основные. Ну, что такое макроэкономические показатели, друзья? Это состояние, по сути, экономики или индикаторы, индексы, которые показывают, что происходит с экономикой. Да? Основные, это вот мы, давайте сейчас рассмотрим. Видите, там есть инфляция 2% в 2025 году. Я думаю, что вот в феврале должны Евростат ее подкорректировать. Это будет или как в 2024 году 2,5, или, думаю, вообще, может быть, будет 3%. Что такое инфляция? Напомню вам о законе стоимости. Любая экономика работает сбалансированно, если количество выпущенных денег, это и фиатные деньги, и там есть денежный агрегат М0, М1, М2, ну и так далее. Вот когда совокупность денег соответствует выпущенным товарам и услугам. Напомню вам, что недвижимость является таким же товаром. Так вот, с учетом того, что становится больше денег, деньги обесцениваются вот на эти 2%, как здесь мы видим, да, я думаю, что по факту будет на 3. Включается инфляционный процесс, за обесцененные деньги можно купить все меньше товаров и услуг, в том числе недвижимости. Поэтому, так как многие считают, что недвижимость, хотя это не является, в общем-то, некой константой, да, по-всякому бывает, что недвижимость это гавань тихая, где можно сохранять деньги и приумножать, инвестируя с умом. Об этом мы будем в других видео говорить. Так вот, показываю на примере. Если у нас инфляция минус 2%, а в городе Ларнака за год, показываю, новое жилье, подорожало на 3%, это значит, что ваша недвижимость, могу поздравить, не обесценилась, а может быть даже еще чуть-чуть поднялась в стоимости. Хотя, если Евростат поправит нам с 2% до 3%, вот здесь это как раз будет в феврале этого года, то в любом случае она не обесценилась. А вот в Ливаде Ларнакас, где выросла стоимость всего лишь на 1,47%, вот эта инфляция съела почти 1,5%. То есть здесь недвижимость подешевела по факту. Ну, я уже не говорю о Драмалакси Мену. То есть, но в целом, если подводя итоги, недвижимость, вот вторичный, вернее, вторичный рынок, старое жилье вообще себе ведет вполне адекватно. Плюс 2,35% за год. То есть, вот так несложно можно посчитать, насколько выгодно-невыгодно вы купили недвижимость. А еще это уже будут другие видео. Я целую, как оно правильно называется, ну, много видео запишу в виде, ну, это не лекция будет, покажу, как считать пассивный доход, опираясь на статистические данные, насколько выгодно или выгодно вкладывать или инвестировать деньги в тот или иной объект жилой недвижимости. Пока будем говорить только о жилой недвижимости. Итак, друзья, много говорил. Надеюсь, вы не устали и досмотрели до конца. Пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости острова Кипр, вам необходимо что сделать, друзья? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.